BMW – марка, чьи машины по праву считаются эталоном управляемости. Их моторы известны высокими оборотами и настоящим спортивным характером. Но за этой славой скрывается и другая сторона – репутация ненадежных и дорогих в обслуживании агрегатов. Однако это правило работает не для всех двигателей компании. Среди множества моторов спрятаны настоящие легенды неубиваемости. Выносливые, грамотно спроектированные и способные на огромный пробег. Так какие же из них прошли главные испытания временем и пробегом и заслужили звание самых неубиваемых? В этом мы и попробуем разобраться. Вы на канале The Auto Top, и это самые лучшие двигатели BMW. Поехали! В 1961 году BMW оказывается на грани краха. Чтобы спасти компанию, инженерам нужно совершить невозможное – создать для нового поколения автомобилей надежный 1,3-литровый двигатель М10. Но при разработке инженеры идут на риск и увеличивают объем мотора до 1,5 литров. Именно это решение становится главной причиной будущей живучести агрегата. Чугунный блок, алюминиевая головка с верхним распредвалом, цепной привод ГРМ. Одну и ту же железную основу начинают оснащать карбюраторами, механическим впрыском Кюгель-Фишер и даже турбиной. Из этой же гражданской платформы рождается 1300-сильный мотор М12 для Формулы-1. Но для обычного владельца М10 становится синонимом живучести. Он не боится плохого бензина, прощает редкое обслуживание и легко пересекает рубеж в 500 тысяч километров. Слабые места у двигателя предсказуемы для своей эпохи. Нет гидрокомпенсаторов, клапана нужно регулировать вручную, а с возрастом начинают течь сальники. М10 — это прочная основа, идеальный баланс и безграничный потенциал. Именно на этом фундаменте BMW построил всю свою будущую славу. К середине 70-х годов инженеры BMW сталкиваются с проблемой. Легендарный М10, несмотря на всю свою надежность, уже не может дать новым моделям необходимую мощность. Компании срочно нужен двигатель принципиально нового уровня, но при этом компактный и доступный. Так начинается история М20, первой народной рядной шестерки. Чтобы сделать мотор компактнее и дешевле, инженеры идут на смелые решения. Они уменьшают расстояние между цилиндрами, а вместо цепного привода ГРМ впервые ставят ремень. Это делает двигатель тише и легче. М20 создают для самой важной массовой модели BMW 3 серии E30. Он становится ее идеальным сердцем. Двигатель объемом от 2 до 2,7 литра выдает от 120 до 170 лошадиных сил. Это не рекордные цифры, но именно М20 формирует тот самый баварский характер, уверенная тяга с самых низов и абсолютная плавность на высоких оборотах. Его чугунный блок и простая 12-клапанная головка с одним распредвалом не боятся больших пробегов. Главное правило – вовремя менять ремень ГРМ каждые 80 тысяч километров. Иначе встреча клапанов с поршнями гарантирована. При грамотном обслуживании ресурс этого мотора легко превышает 500 тысяч километров. Именно благодаря этому двигателю тройка завоевывает репутацию и начинает свой путь к мировому признанию. Если М20 стал народной шестеркой для масс, то для флагманов и икон BMW нужен был мотор иного уровня – эталонный, монументальный и рассчитанный на десятилетия. Таким эталоном с 1968 года становится рядная шестерка М30, символ инженерного могущества и золотой стандарт надежности для всей марки. В его основе философия избыточного запаса прочности. Массивный чугунный блок глушит вибрации, не боится перегрева и готов к расточке под ремонтные размеры. Сверху алюминиевая головка с верхним распредвалом, а вместо ремня практически вечный цепной привод ГРМ. За 26 лет производства М30 эволюционировал от 2,5 до 3,5 литров, а мощность возросла со 150 до 220 лошадиных сил. Но цифры здесь вторичны, главное — характер. Этот мотор был сердцем для самых важных для BMW автомобилей. От спортивных купе Е24 и легендарных пятерок Е28, Е34 до первых роскошных семерок Е23, Е32. Именно М30 сформировал ту самую репутацию BMW как производителя невероятно плавных, тягучих и живых рядных шестерок. Их ресурс вошел в легенды. При грамотном обслуживании 600 тысяч километров для М30 не предел, а лишь промежуточный рубеж. Он прощает неидеальное топливо и показывает, что такое настоящий запас прочности. Его слабости – это слабости времени и материалов. Главный враг – перегрев. Старая помпа, забитый радиатор или неисправный термостат могут привести к деформации алюминиевой головки блока. Это его ахиллесова пята. На высоких пробегах требует внимания и прокладка ГБЦ.
А еще с возрастом дают о себе знать течи сальников и износ гидрокомпенсаторов в поздних версиях. Но все эти неисправности предсказуемы и ремонтопригодны. Таким образом, М-30 — это последний мотор старой великой школы BMW. Двигатель, в котором инженерная честность и культура долголетия были важнее маркетинговых показателей. К началу 2000-х BMW учится на ошибках прошлого. Инженерам нужен двигатель, который объединит надежность старых чугунных блоков и эффективность современных технологий. Ответом становится семейство М-54. За основу берут проверенный алюминиевый блок М-52 с надежными чугунными гильзами. Но мозги и характер у агрегата совершенно новые. Впервые на серийные BMW под капот поселяется электронная дроссельная заслонка. М-54 создают для глобального рынка. Его блок управления Siemens MS-43 самостоятельно подстраивается под топливо. Залили 92-й бензин, электроника скорректирует зажигание и впрыск, чтобы избежать детонации. Заправили 98-м, двигатель отдаст полную мощность. А еще инженеры закладывают огромный ресурс. Цепь ГРМ рассчитана на весь срок службы, интервал замены свечей и фильтров 100 тысяч километров. Но у этой продуманности есть обратная сторона – повышенная сложность вспомогательных систем. Первое слабое место – система вентиляции картера. Если ее пластиковый дифференциальный клапан забивается или замерзает, в картере резко растет давление. Последствия предсказуемы и дороги. Масло начинает искать выход через сальники, прокладку клапанной крышки или впуск. А главное, давление выдавливает масло мимо поршневых колец, резко увеличивая расход на угар. Замена всей системы – трудоемкая, но критически важная операция. Второе слабое место – облегченные поршневые кольца. Инженеры идут на компромисс в погоне за экономией. Узкие маслосъемные кольца с небольшой площадью контакта быстро закоксовываются от неидеального масла или коротких поездок на холодную. Результат – печально известный жор масла, который официально считается нормой. Лечение – замена колец на более живучие от М-52 и строгое соблюдение теплового режима. И третье слабое место – возраст и материалы. Пластиковый впускной коллектор с заслонкой ДИСа со временем начинает дребезжать. Пластиковый корпус термостата дает течь, помпа с пластиковой крыльчаткой может внезапно лишиться лопастей, приведя к смертельному для алюминиевой головки перегреву. Так что же в итоге? М-54 – это переходной этап к идеальной надежности. Он колоссально прогрессирует по сравнению с М-52, предлагая феноменальную для своего времени плавность, экологичность и запас хода. Его ресурс легко переваливает за 500 тысяч километров. Но он требует от владельца не просто обслуживания по регламенту, а понимания. До середины 90-х BMW живет в философии рядных моторов, но рынок требует большого и статусного V8. Инженеры принимают вызов и представляют М-60, первый современный алюминиевый V8 марки. А следом за ним в 1996-м появляется его главный наследник М-62. Его задача не просто быть мощным, а стать по-настоящему массовым и технологичным V8 для 5 и 7 серий, а позже и для первого X5. Главная инженерная смелость М-62 – полный отказ от чугунных гильз. Вместо них в алюминиевом блоке применяют высокотехнологичные покрытия. Твердый слой кремния в алюминии, позаимствованный из гоночных технологий. Он снижает трение, улучшает теплоотдачу. Но это решение становится палкой о двух концах, определяя всю дальнейшую судьбу мотора. Потому что М-62 – это исключительно горячий двигатель. Его штатная рабочая температура 110 градусов. Именно жара становится его главным конструктивным противником. Из-за высоких температур масло внутри М-62 стареет с космической скоростью. Первыми сдают резиновые маслосъемные колпачки. Они дубеют и перестают уплотнять. Затем страдает слабое звено всей конструкции – цепной привод ГРМ. Вместо одной цепи здесь применяются целых 3. А самая длинная из них работает на изгиб по пластиковой направляющей. Высокие температуры и неидеальное масло разрушают эти пластиковые башмаки. Их крошка попадает в масляную систему, а цепь, лишившись поддержки, начинает растягиваться и громко шелестеть. В худшем случае она перескакивает, что гарантирует встречу клапанов с поршнями. Поэтому замена всего комплекта цепей, натяжителей и направляющих каждые 200 тысяч километров не рекомендация, а закон. Вторая группа проблем вытекает из первой. Это система охлаждения. Чтобы держать температуру в таких жестких рамках, она работает на пределе. Со временем пластиковые патрубки и корпус термостата трескаются, а главный радиатор забивается. Особое внимание к крышке расширительного бачка. Ее клапан, стравливающий давление, часто клинит.
Если это происходит, давление в системе растет и разрывает самые слабые места, те же патрубки или радиатор, что приводит к мгновенному и фатальному перегреву хрупкого алюсилового блока. Третья характерная черта М-62 – это его чувствительная электроника и навесное оборудование. Фазовращатели на впуске изнашиваются и начинают стучать. Датчики положения распредвалов выходят из строя, приводя к неровному холостому ходу и потере мощности. Пластиковая дроссельная заслонка и впускной коллектор дают течь воздуха через уплотнение. А еще этот мотор очень требователен к качеству бензина и часто капризничает из-за грязных форсунок или вышедших из строя катушек зажигания. Так стоит ли игра свеч? М-62 – это последний V8 BMW, который можно отремонтировать без большого бюджета. Да, он требует вложений, но его конструкция остается в целом понятной для хорошего мастера. Его надежность – это не данность, а результат строгого соблюдения правил. Идеальное масло и его частая замена, своевременная замена приводов ГРМ до появления шума, использование качественного топлива и регулярная профилактика топливной системы. При таком уходе М-62 способен пройти 500 тысяч километров, даря владельцу тот самый характер атмосферного V8. Он не прощает ошибок, но щедро вознаграждает за грамотный уход, мощью, плавностью и статусом, которые позже BMW попытается повторить в гораздо более сложных и дорогих в обслуживании агрегатах. В конце 90-х дизель для BMW все еще нечто сомнительное. Это тяжелый, шумный и неспортивный агрегат. Инженерам ставят амбициозную задачу – создать дизельный двигатель, который не будет уступать бензиновым собратьям ни в динамике, ни в долговечности. Ответом становится М-57 – рядная шестерка, которая станет символом неубиваемого и мощного дизеля. Его философия – разумный консерватизм. За основу берут не алюминий, а тяжелый чугунный блок. Такой блок не боится перегрева, идеально глушит вибрации и рассчитан на сотни тысяч километров. Над ним – алюминиевая 24-клапанная головка с двумя распредвалами. И главное – проверенная топливная система Common Rail от Bosch и турбина с изменяемой геометрией. М-57 не пытается удивить технологическими революциями. Он ставит на надежность и правильную реализацию уже известных решений. И эта формула срабатывает. Двигатель объемом 2,5 или 3 литра в разных версиях выдает от 150 до 286 лошадиных сил. Но важнее цифр – его характер. Он заводится с полоборота даже в мороз. Тянет как поезд с самых низов и работает с неприличной для дизеля тишиной и плавностью. Его ресурс – отдельная тема. При качественном обслуживании 600 тысяч километров для него – лишь половина пути. Легендарная цепь ГРМ часто отхаживает весь срок жизни мотора. Однако даже у такого монстра есть слабая сторона. Главная опасность – родом из впуска. Пластиковый впускной коллектор с вихревыми заслонками – это слабое место поздних модификаций. Заслонки со временем разрушаются, и их обломки могут попасть в цилиндры, вызывая катастрофический ремонт. А сам коллектор от нагрева и вибраций трескается, приводя к потере тяги. Вторая слабость – это топливо. Высокоточная система Common Rail не терпит грязной солярки и воды. Форсунки Bosch хоть и надежны, но при заправке левым топливом выходят из строя, а их замена влетает в копеечку. Топливный насос высокого давления также чувствителен к абразиву. Отсюда золотое правило – только проверенные АЗС и регулярная замена обоих топливных фильтров. С годами может начать подтекать уплотнительная прокладка клапанной крышки. Требует внимания система вентиляции картерных газов, которая со временем закоксовывается. Несмотря на свои проблемы, М-57 – это, пожалуй, лучший дизель в истории BMW. Он не идеален, но его недостатки хорошо изучены и предсказуемы. Его надежность – не врожденное качество, а результат соблюдения 3 заповедей. Безупречное топливо и своевременная замена фильтров, контроль состояния впускного тракта, качественное масло с сокращенным интервалом замены. Если эти правила не нарушать, М-57 не просто отъездит свой огромный ресурс. Он сделает это с характером и экономичностью, которые заставляют скучать по настоящему дизелю даже тех, кто уже пересел на современные, но куда более сложные и капризные агрегаты. В середине 2000-х, когда будущее, казалось, принадлежало турбинам, инженеры BMW задумали невозможное. Они решили довести до совершенства технологию, обреченную на вымирание – большую атмосферную рядную шестерку. Их ответом миру стал двигатель Н-52. Его основа – революционный блок из магниево-алюминиевого сплава, который сделали на 30% легче алюминия.
Внутри износостойкое алюсиловое покрытие вместо привычных чугунных гильз. Здесь нет обычной дроссельной заслонки. Ее с ювелирной точностью заменяет система Valveltronic, которая управляет самим подъемом впускных клапанов. Добавьте к этому двойные фазовращатели, умный термостат и масляный насос, который подает масло ровно по требованию. За рулем это ощущается сразу. Нажатие на педаль, и мотор отзывается не толчком, а идеально линейной тягой. Это 218 сил в 2,5-литровой версии и до 272 в 3-литровой. N52 дарит то, что убило эра даунсайзинга. Абсолютную плавность, мгновенный отклик и ощущение безграничного запаса. Но у этой инженерной симфонии есть свои фальшивые ноты. И они проявляются уже к первому серьезному пробегу. Первая и самая главная проблема – ненасытный аппетит к маслу. К 100 тысячам километров слабая система вентиляции картера закоксовывается. Давление внутри мотора растет и начинает выдавливать масло через тонкие облегченные кольца и изношенные сальники клапанов. Расход может достигать литра на 1000 километров. И да, производитель считает это нормой. Вторая главная боль – сердце технологии системы Valvetronic. Ее электронные моторы и датчики часто выходят из строя после 150 тысяч километров. Мотор переходит в аварийный режим, теряя мощь, а на панели загорается надоедливая лампочка «Чак». Третий риск – цепь ГРМ. В погоне за компактностью инженеры поставили однорядную цепь, которая несет нагрузку от фазовращателей. К 150 тысячам она часто растягивается и начинает шуметь, а ее обрыв гарантированно заканчивается встречей клапанов с поршнями. Что же в итоге? N52 – последний и самый совершенный атмосферный рядник BMW. Он предлагает уникальные ощущения, которые уже не повторить. Чтобы этот мотор отходил свои 400 тысяч километров, нужно соблюдать 3 правила. Во-первых, сократить интервалы замены масла до 8-10 тысяч километров, используя только рекомендованные составы. Во-вторых, регулярно проверять систему вентиляции картера и натяжение цепи ГРМ, не дожидаясь посторонних звуков. И в-третьих, заправляться только качественным топливом, чтобы избежать катастрофического нагара на клапанах. N52 мотор не для всех. Он для тех, кто готов платить вниманием и дисциплиной за ту самую, уходящую в историю, магию идеально сбалансированной атмосферной шестерки. В 2015 году BMW ставит себе новую задачу. Нужно не просто заменить успешный турбомотор N55, а создать новый эталон. Эталон, в котором безупречная надежность будет не счастливой случайностью, а прямым следствием инженерного замысла. Так начинается история B58, двигателя, который с первых дней становится легендой и получает звание «Лучший двигатель года». Его философия – радикальный пересмотр основ. Инженеры отказываются от старой схемы. Вместо открытого блока, как у N54, они убирают конструкцию закрытой рубашки. Зачем? Потому что такой блок в разы прочнее. Он создан, чтобы без проблем выдерживать высочайшее давление турбонаддува и быть основой для будущих мощных модификаций, включая гибриды. Но настоящая революция внутри цилиндров. Здесь нет привычных чугунных гильз. Вместо них стенки покрывают сверхтонким слоем железа по технологии плазменного напыления. Этот экзотический метод, пришедший из автоспорта, делает блок легче и улучшает теплоотдачу. А чтобы управлять этой сложной системой, B58 получает интегрированный водяной интеркулер, встроенный прямо во впускной коллектор. Воздух здесь охлаждается не встречным потоком, а жидкостью, что делает работу турбины молниеносной и стабильной в любых условиях. Что это дает водителю? Абсолютную предсказуемость. Турбояма исчезает. Отклик на педаль газа становится таким же мгновенным, как у старых атмосферных моторов, но с феноменальной тягой уже с самых низов. 340, а затем и 387 лошадиных сил в топовых версиях. А главное, B58 ломает стереотип о том, что современный турбодвигатель не может быть живучим. Его ресурс закладывают на уровне 400 тысяч километров и более. Ключевые узлы демонстрируют невероятную стойкость. Цепь ГРМ усилена, и при своевременной замене масла служит крайне долго. Турбина с улучшенным охлаждением переживает несколько ресурсов и вспомогательных систем. Модульная конструкция позволила довести качество исполнения каждой детали до максимума. Надежность B58 оказалась настолько эталонной, что его выбрала Toyota для своего возрожденного суперкара GR Supra. Это высшая форма признания в автомобильном мире. Есть ли слабые места? Их немного, и они носят скорее возрастной характер. После 100 тысяч километров может потребовать внимания система вентиляции картера. На самых ранних выпусках
встречались течи охлаждающей жидкости из-под пластикового термостата. Но это не системные болезни, а точечные недочеты, которые инженеры быстро устранили в следующих версиях. Таким образом, B58 — это не просто лучший двигатель BMW своего времени. Это новый стандарт. Стандарт, в котором высокие технологии служат не для рекламных брошюр, а для реальной долговечности. Какого двигателя не хватает в этом списке? Пиши в комментариях под этим видео. Делись этим видео с друзьями и не забудь поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы не пропускать интересные видео.